Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня очень необычный обзор по очень большому количеству причин. Вы всегда знаете, что я скажу, что обзор необычный, у нас практически каждый обзор является таковым, но сегодня у нас действительно очень много вещей, о которых стоит рассказать. Начнем с того, что мы вещаем из нового, еще не открывшегося ателье Loud Sound. Я вам сейчас его покажу, где что будет стоять, мы его еще не оборудовали. Несмотря на это, автомобиль первый, на который мы сделаем обзор, он не делался в ателье Loud Sound, он делался в ателье Emotion Technology, Вадиком и Борисом. Их инстаграм я также укажу, сможете посмотреть процесс изготовления этого автомобиля. Автомобиль очень уникальный у нас сегодня на обзоре, таких у нас еще не было. Автомобиль не то что для пассажира, а такой для супер пассажира, так скажем. Ну и еще одна нетипичная вещь для нашего канала — это обзор у нас сегодня на автомобиль Mercedes. А как вы знаете, Мерседесы у нас никогда не было ни одного обзора. По ателье пару слов, конечно, будет более подробно, когда мы откроемся. Открытие я тоже планирую. Сейчас ждем верстак, инструменты, мебель. Вот картины на стену будем вешать. Кстати, напишите в комментариях, как вам больше нравится размещение такое или такое. Зона для ожидания. Тоже ждем мебель, будет диван крутой, будет кофемашина. В общем, после открытия все это вам покажем, расскажем. Специализироваться ателье будет именно на доработках OEM, штатных систем и такого легкого инсталла, то есть без пилежки, без стружки, без каких-то грязных работ. Старое ателье у нас по-прежнему остается и также работает по громкому звуку, по, так скажем, для отморозков инсталлом. Здесь же можно будет загнать новенькую BMW X5 и сделать на ней музыку, чтобы не было стыдно. Потому что все знают, что в BMW, если вы купили BMW, то вам будет стыдно. BMW самая, да, конченая музыка, Вадик? Самая? Согласись. Хуже только в Мерседесе. Давайте начнем с передней части. В передней части у нас все достаточно скромно, я бы сказал, но это слово напрашивается только потому, что я видел заднюю часть. На самом деле здесь все очень круто, дорого, богато сделано. Ну, начнем с сидений. Они здесь стоят от BMW X6 с электрическими, соответственно, регулировками. Все перешито дорогой кожей Напа, алькантарой, сделаны передние стойки и потолок. И даже задняя стенка передней части салона, она же передняя стенка задней части салона, прикинь, я все это выговорил, она перетянута натуральной кожей. Здесь у нас установлен мобильный телефон, это IP-телефония, точно такой же у нас есть в задней части, сейчас я вам его покажу. Он служит для связи водителя и пассажира, а также можно совершать звонки через интернет. Парбриз, руль, приборка, никаких изменений. Магнитола у нас стоит Alpine 8000, загуглите, что это за устройство, это очень крутое устройство, это именно для Мерседеса заточенный специальный Alpine. Обшивки шикарно перетянутые, ровная строчка. Вот такой вот шпон или аквапринт, или шпон. Я не знаю, что это. Ребята это тщательно скрывают, но сделано это действительно очень качественно. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Здесь у нас установлены динамики Black Hydra в накладных подиумах. И подиумы сделаны прям вот отлично, не нарушают целостность обшивки, зазоры все сделаны очень здорово. Но обычно накладные подиумы плохо сочетаются с родными обшивками, но здесь у нас вот так вот очень даже здорово все попало. Ничего необычного, как я уже сказал, но очень стильно, аккуратно и качественно выполнена передняя часть. Водителю этого автомобиля повезло, но не так повезло, как пассажиру. В задней части автомобиля, в пассажирском отсеке, мы сразу видим, что-то здесь не так. Что-то здесь слишком круто, слишком дорого, слишком богато. Очень комфортно, уютно и дорого это все выглядит с первого взгляда. Но это только с первого взгляда. Давайте посмотрим поближе. С взгляда поближе это еще и очень сильно, не знаю, впечатляет, удивляет. И здесь вот поистине есть что показать. Подсветка у нас не очень уютная, горят вот такие вот светодиодные контуры. И давайте закроем дверь, собственно, посмотрим, куда мы попадаем, когда дверь закрыта. Попадаем в кромешную тьму и сразу видим сердце этой мультимедийной системы. Примечательно, что и устройство, мозги и управление, и сам софт были написаны специально для этого автомобиля. Здесь мы можем управлять сиденьями, шторками, барами, и да, их тут два. И освещением. Давайте начнем с освещения. Когда мы переходим в меню освещения, мы сразу видим 3 потолочные лампы, которые можем включить, выключить или сделать ярче. Давайте начнем с дальней.
можно сделать вот такой вот интим. Прям очень становится уютно. Но если вам недостаточно света, можно включить вторую и третью лампы. Также мы можем отрегулировать их яркость. Управление сидениями. Здесь, собственно, ничего интересного, кроме того, что сиденье у нас то, на котором я сейчас сижу, и левое от Lexus ILS. Но правое это царское, левое это как бы для бизнес-партнера, он и потерпит, без атаманки. Да, я уже умею называть ее правильно. Массажи, которые здесь тоже есть. Вот он телефон, про который я вам говорил, который служит для связи как с водителем, так и с кем угодно. Массаж тут с вибрацией, с подогревом, сами сиденья с вентиляцией. Кстати, очень быстро работают моторы, очень удобно. Ну и передние сиденья, которые изначально от нас скрыты, мы можем достать. Также это все управляется с этого пульта и полностью автоматизировано. Ремнями безопасности оснащены абсолютно все сиденья, и передние, и задние. Ах да, аудиосистема, вы ее увидели, а я на ней внимание почему-то не акцентирую. И так бывает в наших обзорах. На самом деле здесь аудиосистема вызывает наименьший интерес, хотя здесь установлены Фокалка 2, очень крутые динамики, очень дорогие, как собственно и все здесь. И давайте посмотрим на самое главное. Что может быть самого главного в таком автомобиле? Что мы упустили? Это, конечно же, бар. В данном случае их два. Бар для напитков, который находится спереди. Достаточно медленно выезжает, но подогревает, наоборот, желание, я так понимаю. Что же мы там увидим? Собственно, то, ради чего я и согласился снимать этот обзор. Виски за 1300. Сейчас мы будем его дегустировать. Скорее всего, не на камеру, чтобы нас не обвинили в пропаганде алкоголя. Алкоголь это вредно. Толик, конечно же, вы все подумали, где же он. Вот он. И да, BMW дрочером сейчас будет о чем написать. В BMW они автоматизированы, а в Майбахе и Лексусе вот, к сожалению, приходится что-то еще делать в этой жизни руками. Во втором баре у нас находятся бокалы для вина, водки, коньячка, вискарика, любые. И вот здесь у нас находится полноценный холодильник. Соответственно, это все изготавливалось вручную. В такую обстановочку попадаем. На самом деле, в данный момент остается только позавидовать владельцу. Но это еще не все. Давайте сложим передние сиденья. Они нам сейчас не нужны. Зайдем вот сюда. И увидим, что у нас есть полноценный телевизор Samsung 6-го поколения. Очень вам рекомендую. Кстати, домой себе купил такой. Только из-за пульта, наверное. Во-первых, есть голосовой поиск, шикарно работает. Ну и пульт очень эргономичный, без этой кучи кнопок. 1, 2, 3, 4, 5. Очень удобно пользоваться. На каждой кнопке по несколько функций. Это не реклама Samsung, если что. Просто я недавно реально бегал, выбирал, и некому было подсказать, но остановился именно вот на этих. Здесь у нас есть интернет, есть полноценный YouTube. Кстати, уже там Витя Моц мы искали сегодня. Можем смотреть YouTube. Интернет можем также раздавать на любое мобильное устройство, которое у нас в автомобиле. Экран очень большой. Можно полноценно смотреть телевизор. Можно также вывести на экран картинку с нашего смартфона. Если у вас Samsung, то это сделать вообще супер просто. Мы нажимаем всего лишь одну кнопку на шторке Smart View. И ничего больше делать не нужно. Изображение с экрана телефона у нас теперь на нашем телевизоре. Можем отсюда же запустить YouTube. Бывает, там открыли на телефоне, не хочется потом перезаходить на телевизоре. Берете, просто запускаете отсюда, переводите вот в такой режим и смотрите уже на большом экране.
Соответственно, это все через нашу аудиосистему идет звук. В игрушку можно поиграть, опять же. Очень классно. Ну, соответственно, подключения все я не буду вам рассказывать. Вы сами понимаете, что к этой системе подключить можно все что угодно. Приложения здесь есть встроенные. Если залогиниться в учетку Samsung, можно скачать игры, ну, простейшие тут будут на мониторе. Можно заставки очень классные. Примечательно то, что это все очень здорово, эргономично сделано, без какой-то кучи кнопок, все это управляется отсюда. Хотим закрыть очень быстро шторку телевизора, нажимаем на кнопку телевизор. Хотим открыть или закрыть любую другую шторку, вот они все у нас перечислены здесь. Соответственно, передняя это, видите, как быстро работает. Я нажимаю, сразу срабатывает. Боковые, очень быстрые моторы, очень классно сделано. И вот мы уже растонировались полностью. Массаж, как я уже сказал, здесь установлено сиденье от Lexus. В Москву я на таком ехал не так давно, и я вам скажу, что здесь массаж сделан просто супер круто. Он очень приятный. Можно, я до Москвы ехал, я его, по-моему, вообще не выключал особо. Есть разные виды массажа, разная интенсивность, вибрация и так далее. Ну, по-моему, сейчас обзор закончится. Пожалуй, покайфую тут, пока вы ставите лайки. Надеюсь, обзор вам понравился. Действительно уникальный автомобиль. Для Ростова точно. По Москве таких катается побольше. У нас редко, когда такие поступают заказы. Внушительный здесь прежде всего подход к управлению кабинетом. То, что все автоматизировано, то, что написано специально программное обеспечение. Специально для этого автомобиля сделаны мозги. Колоссальный труд просто проделали ребята из Emotion Technology. Обязательно на них подпишитесь. Молодое ателье, но видно, что подходят серьезно к таким серьезным проектам. Могли много чего наколхозить, могли сделать кнопки, ну, реализовали, однако, вот такое шикарное управление, реализовали шикарную зону отдыха. И обязательно бухло, конечно же. Мне кажется, это самое главное в этом автомобиле, то, что здесь есть напитки. Сейчас я согласую распитие этих напитков с владельцем автомобиля, и если мне повезет, а вам не повезет, вы еще очень долго не увидите обзоры. Я шучу, у нас в скором времени больше будет обзоров. Лето было у меня такое разное и продуктивное, и много поотдыхал я, поленился. Поэтому обзоры не выходили то из-за того, что мне было много работы, то из-за того, что ее было очень мало. В общем, не отключайтесь, это канал Loud Sound, у нас много интересного впереди. Открытие ателье, много интересных проектов, много нового, ну и тренажка, конечно же. И, собственно, вы сами знаете, что вам делать, не буду вам еще раз говорить. Всем пока, живите громко. Вадик, что делать? Я не могу выйти. Выйти не могу. Откуда? Из машины? Я включил массаж, и мне так охуенно, что это шутка. Нет, только бухло остается, но я не знаю как. Это, ты ж там интенсивность можешь. Нет, я не знаю, можно ли его пить.